Всем привет. Буду по-русски, мне так лучше. В общем, расскажу, как я добирался из Германии в Австрию автостопом. Но я специально фотографировал, не хотел снимать, как-то сделать немного другой формат, попробовать, но я не буду так дальше, просто эксперимент. Остановился я в маленькой деревне в Германии, и потом мой хост ехал в Австрию. Я никогда в Австрии не был. Решил поехать за компанию, там 240 километров все-таки. И первый раз, у меня плана не было, решился. Вот, поехали в город Линц, меня там высадили. Мы там пару часов ехали. Нашел я там хост, правда, только на одну ночь. Меня привезли в центр, и я 3 километра шел уже до дома моего хоста. И мне надо было там, часик подождать его, пока он с работы приедет. В общем, вот я стоял, начнем фотографии, стоял там просто яблони. Рядом с домом там как раз вот гимназия, много студентов, не так много, но есть. И некоторые из них после уже, наверное, уроки закончились или что, они подходили к яблоням и собирали яблоки. Там парочка была. С собаками там гуляли, а я пока сидел там, ждал. Вот гимназия. И пальцем показываю, да. Там самолеты летали, он решил сфотографировать. Там интересно, их парочку было. Гимназия тоже красивая, но я как-то... У меня был только вечер. Вечером вот мы пошли гулять в город. Там вдалеке церковь. И это рядом как раз с домом было. Но мы не пошли, мы решили пойти в город. Немножко пройтись просто вечером, так хотя бы что-то сделать. Интересный мне собеседник попался. Речка это Дунай, по-моему. И вот тут она мне, когда я шел там по мосту, вот в ту сторону, мне напомнило, как будто я в Белграде. Тоже мост, река, и там тоже Дунай. Ничего, мы прошлись, я тоже много не фотографировал, довольно красиво. Обыкновенный, в принципе, большой город, сколько там, 200 тысяч, наверное, Линц. И на следующий день с утра он поехал на работу, и меня подвез там в конец города, но это был не совсем конец, там индустриальная зона. В общем, я прошелся тоже порядочно, как всегда, с сумками, и тогда у меня была большая моя, и этот черный рюкзак я сюда повесил. В общем, иду весь в сумках, как переезжаю. Не весело, я так подумал, опять я набрал вещей. Только все выбросил, и опять у меня столько вещей. Ладно. Вот. И ехал я в городок маленький Штайр. Это 40 километров. 40 километров, сколько я? Пару машин, я уже не помню. Тоже, наверное, пару машин. Надо же все вспомнить, так не вспомнишь, походу. Шел. Я шел несколько часов, наверное, точно шел. И хорошо, у меня навигация есть, так там как-то и так, и где машина можно, где нельзя. Я там уже, я не хотел нарушать. Уже вышел на шоссе, но там я как-то по лесочку пробрался, там была стоянка. И на стоянке я стоял. Останавливается маленькая машина. Женщина выходит такая в маске, типа, есть маска? Я, да, есть маска, давай тогда. Она провезла меня там километров 10, хотя бы. Иногда бывало и по километру провозят, и 200 метров. Каждый метр важен. Вот с такими сумками точно. Правильно. Я запутался. Это маленькая дорожка на Штайр. И вот туда. А там нету обочины, как всегда. И, в общем, в Европе это проблема. Стою, думаю. Она поехала туда, в принципе, куда я потом и пошел. Но она поехала в город маленький, а я пошел немножко по-другому. Кукуруза, дорожка, пару домов, как всегда. Иду, и как раз день еще выдался такой жаркий, в общем, под градом, сумки, иду, километр пройду, постою, 20 минут 30, отдохну, и как-то меня там один человек, он ехал тоже, все едут чуть-чуть, только до своего там хозяйства. Девушка подвезла меня там тоже километр, потом я шел, потом мне повезло, доставщик меня хорошенько подвез, 15 километров примерно, и на трассе высадил, я думаю, опять тут не то. Но он мне еще дал яблоко и 20 евро. Вот этого было очень кстати, потому что у меня через 3 дня сломались наушники, и, в общем. На трассе я стоял, и там меня подобрал человек, он был из Венгрии, парень, и он довез меня прямо куда мне надо, и, в общем, я в Штайре. Там я тоже быстро дошел, я километра 3 шел до дома, там все нормально, ла-ла-ла.
И на следующий день я пошел погулять, вот там на скамеечке сидел и смолил, конечно. И там вот грибочки красивые росли. Потом я пошел, ну я немножко там сделал себе план, без всяких историй. Вот. Это замок такой небольшой, повторяюсь, там 40 тысяч, но красиво. Я люблю такие города. Замок Ламберг. И там вот оказывается, я подумал, что это просто дикие животные гуляют, но нет, там вот такие рогатые какие-то животные гуляют. И вот я посмотрел, приблизил, там они вдалеке, я думаю, ну как вот, ну без зумом я не люблю камеры, если только хорошие. Вот. И вот там, да, такой балкончик, можно посмотреть, очень красиво. И тихо, главное, никого нет, особенно когда все в школе, лепота. Это я уже вышел из замка, я пошел вокруг замка, ну и там он на возвышении, и можно посмотреть вот соседние дома, вот очень красивые, торцы, облицовки, не знаю, ну супер. И вот тут рядышком такой, это арка, вот я потом фотографии будут, я по ней спускался. Ну я там погулял, нормально покружил, часов 5, потому что, ну так. Это тоже сверху, там у них эта знаменитая фотография, я потом покажу. Мостик, водопад, церквушка, ну как всегда. Вот, ну красиво там. Это вот я вот сюда зашел, и тут красивый такой круг, и вот туда вовнутрь замка, ну все бесплатно, только если, наверное, уже заходить в помещение, то за копейку. И вот там вот посередине этого моста, этой арки, там вот эти лоси ходят. Это вот, да, вот вид, там он даже самолет запопался. А, ну вот еще одно приближение, там уже такой побольше рогатый скот. Я не знаю почему, но не важно. Это там, вот они гуляют, это на другой стороне два маленьких. Не, это не маленький, вот там вот в самом низу он гуляет, но их не поймать толком. Хлебушка у меня не было, даже если бы был, я сам его бы съел. А мне дали, кстати, какой-то яблочный штрудель, такой в упаковке, очень помог. Это вот внутри, красиво, тоже там полиция проезжала. А, там полицейский участок, что-то еще, ну, как всегда, уже оборудовали под себя. Фонтанчик красивый. Вот на фотографиях как-то я не хотел там каждого, вот эти гномики стоят по сторонам фотографировать. Но они вот вокруг, красиво. Вот это Шлёс Ламберг, ну вот, да, 18 век. Это вот я уже пошел дальше, это вот где вот та арка, я спускаюсь вниз. И там тоже красивые такие арки. Что-то забываешь русский язык уже и вообще. И так его не знаешь. И вот это я вниз, я там был наверху. Обошел вокруг, ну там ничего такого, но красиво. Там и солнце, мне с погодой очень повезло. Вот это я уже снизу. Вот это, ну, как-то так даже и не скажешь. Австрийский флаг очень похож на латвийский. Вот покажу. И там женщина какая-то, я все туда-сюда хожу, она там на скрипке пиликала, наверное, подумала, заплутал. Вот. Это вот там наверху я сидел на скамейке, и вот архитектура, ну, шикарная, такой вроде Италия, скажешь, а в Австрии, Германия, ну вот у них так вот свой стиль. Это вот, да, я спустился уже на ту сторону, я хотел просто сделать фотографию, как у всех в интернете, просто хотел такую себе. Вот там, если посмотреть с правой стороны, церквушка, она и как ресторан, церквушка, непонятно, ну закрыто, конечно, все. И чуть-чуть там видно коричневое, там это у них новшество, лифт со стеклом, как бы можно посмотреть на виды. Ну, там в лифте вот он очень быстро, там пару этажей и все. Но там есть площадка, выходишь, фотографии будут. Ну, нормально, для маленького города что-то. Вот этот водопад. О, быстрый, красивый. Это я все снимал на телефон. Хотел попробовать, как будет на телефоне, но вроде ничего. Хотя он что-то вот с фокусом играется. Конечно, нечего сказать. Вот речушка там я переходил. Ну, это вот, в принципе, то же самое. Ну, красиво, красиво, да. И дома такие, это я уже на мосту, на мосте. На мосте. Что это? А, это что-то. Церковь.
Это я уже спустился чуть-чуть вниз на другую сторону посидеть на лавочке. И там вот красивая была такая наклейка. И я сидел там, а я вышел. Жарко было прошлый день, но я думаю, ноги пускай подышат, отдохнут. В тапках пошел. Ну, джинсы, куртка. И в тапках простых. Ну, в этих. И босиком сижу там. Дед подходит, что-то спросил меня, я говорю, я не шпрехаю. И он такой, типа, босиком там я, ну да, чего. Я откуда спросил, я говорю, вот так-то, так-то, ну и пошел он там. Ну, доброжелательные люди. И улыбаются все. Это вот с другой стороны. Вот сверху, наверное, с балконов было бы красиво поснимать. Церковь. Ну, это вот красивые у них звонки. Вот я тоже, как один человек снимает всякие штуки. Ну, шикарные просто. И даже его не надо трогать. Это вот я пошел уже на этот лифт смотровой. Ну, вот там-то эта церквушка. Вот она, это я уже поднялся на лифте. Сейчас я все покажу, и тогда лифт будет. Я там снял чуть-чуть. Вот. Ну, шикарно, да, конечно. Я не знаю, почему такие фотографии квадратные, но это не важно. Опять. Это вот я уже за церковь зашел. Это вот я на смотровой площадке стоял. Ну, конечно, без стабилизатора, без ничего, но она хотя бы ближе берет. Горы, ну, красота. И потом я поехал уже на лифте, но у меня получилось так, что только вниз. Некрасиво, потому что люди не хотел там это, вот только так. Конечно, красивее было бы. А я его просто перевернул. Вот. И вот сейчас я не знаю, что я там сделаю, но, в общем, вот я и босиком, все доказательства. Какие ваши доказательства? Вот. Это я в ту церковь уже зашел, тоже людей вообще нет, тишина, никто не трогает. Вот сейчас я как раз начинал смотреть Павла Перца, и там он в Петербурге в католическую церковь говорит, не пойду, но вот у них место, что там не важно, что заходишь ты просто архитектуру посмотреть или помолиться, тебя не трогает никто, а в России, да, там я даже был вот в Ярославле, только что было видео, будка стоит, как будто на вокзале, и деньги надо платить, ну это... Вот эта церковь, какой-то памятник, и вот это мне тоже, я смотрел, готовился, скажем так, немножко, просто хотя бы что-то посмотреть, и почему-то мне, вот, да, мне напомнил этот городок Португалию, я как раз тоже гулял по таким улочкам, и это типа Азулежу, вот красивое здание, и много сейчас реставрируют, или, ну, нет, сейчас уже не так много, потому что, во-первых, там самое, одно из лучших морожен в Австрии, мороженое. Только мне это сказали потом, когда я уже погулял. Но все равно деньги я хотел оставить на другое дело. Я так много не говорю, во рту пересыхает даже. И... ну что постройка, что они там у них будет, это выиграли какой-то, что лучший город или что-то такое, или... у них что-то проводиться будет. Не помню. И мороженое, да. Я проходил около этого мороженого. Ну... Я думаю, цены, конечно, Германия, Австрия, сразу уже пару евро накидываешь примерно. И красивые там, как-то размыто, такие ставни. И там вот какой-то был сразу за спиной дворик, ну я думаю, что, открыто, ну что ж не пройтись-то. И он там известный, этот дворик, там проводятся какие-то иногда вещи. И вот прям там вроде даже цены были, что что-то продать. Мне напомнило, когда я был во Франции, мы жили в подобном, ну, похожем. И тоже художники, и вот все вот эти дела. Ну, красивый дворик. Конечно, его надо было немножко подделать, но мне нравится, как есть. В будущем теперь можно. Вот я так сфоткал, и теперь можно. Это просто фотка, не знаю, картины, этот ранец, и у меня так вышло еще и дом тот. Красиво. Еще один звонок. Я не трогал, но мне кажется, вот он так, ну, вообще необычно. Сейчас все пластмасса, вообще никакого вкуса нету. А тогда вот с душой так идешь, и вот просто вот звонок. А я насладился уже. И не только я уже показал. И Путин. Вот, это я там уже прошел. Все, которые дома так покрашены, они типа старые. Вот если вы мне сказали, увидишь этот цвет, то он типа старый или что-то такое. И там какой-то он мужик на балконе стоит, и думаю, что он стоит там? Я потом, хоп, сфоткал, это какая-то кукла.
Я не знаю. Или это пожарное было что-то. Вот красивые двери, но чем не Португалия? Португалия одна из моих любимых стран теперь. Вот, ну вот можно выйти, речушки маленькие, выйти попить кофе. Вот красивые окна, ну шикарно, шикарно. Это я уже вот тот мост, и я обошел вокруг. И все, потом я уже на следующий день, меня тоже подвезли в конец города. Я уже ехал в Визельбург. 70 километров. Уже так чуть-чуть накинул, уже думал 40, так натянул, ну ладно. Ну вот меня подбросили в конец города. Я запаковал кое-как черный вовнутрь туда, ну точнее там валенки в этот. В общем, с такой сумкой Вообще я забыл все слова. В общем, все перемешалось. Помню последние 2 буквы. Подобрал меня один велосипедист, но он меня хорошенько провез. И потом я тоже уже думаю, ну что, этих 6, я попробую еще постою, время есть там. Я говорил, не знаю, когда приеду, но приехал я в 12 часу, даже раньше, говорил там, человек в ночную работает, ну ладно. И мы на следующий день поехали уже на поезде, мне там купили билет, и мы поехали на поезде, потому что в том Визельбург там только, там 2000 человек, наверное, живет, и там известное только, что там пиво варят, очень известное везде, в тех местах. Ну, мы решили поехать в другой городок, Мельк, не знаю, 25 километров на поезде, туда-обратно. И там тоже, конечно, корона, людей мало. Но уже в центре чуть побольше было. Шикарный городок. Это вот у них много где можно встретить для пчел такие штучки. Везде, или маленькие, большие, даже просто в полях стоят, идешь, смотришь. Это вот вход в монастырь Мельке. Мельк значится. Я тоже там просто прошелся немного по Википедии, что Леопольд II, там 11 век, ну и достаточно. Это вот вход. Это уже дальше. Ну, конечно, там красиво, все, ничего не скажешь, как всегда, реставрация. Вот зашли уже там чуть-чуть еще дальше проходишь, там церквушка, вот где этот купол. Там тоже только можно зайти вовнутрь и в сторону помолиться. Но все равно видно, вот очень красивый расписан потолок. Это уже там чуть-чуть подальше, вот где молиться такое, ну, обыкновенно, вот там как раз свечки стоят, и гарь прям вот на потолок полезла. И потом мы уже гуляли там, что выставка. Ну, конечно, интересно. Это потом, когда уже я говорю, что ну это или дети рисовали, или умственно отсталые, скажем так. Ну да, потом читаем, все уже минут 20, она там, я по-немецки не шпарю, а я останавливался у словачки. И она это знает, там читает, и говорю, ну точно, говорит, нет, нигде нету. И потом там уже на выходе на немецком, на английском я там читаю, ого, вот, и нашел, что disabled, и некоторые очень даже крутые, и там фотографии, ну люди там, не знаю, под 50 с синдромами или disabled, да. И вот это интересная работа. Действительно, я бы купил некоторые, ну, конечно, цены там солидные, там 400-800 евро. Ну, даже вот такую работу проделать интересно. Вот эти вот мне очень понравились, особенно правая. Очень. Вот опять дворик, и там наверху видно. Там, ну, не видно, я попробую приблизить. Вот там уже это нарисовано, я думаю, сейчас что-то. И там второй зал, опять галерея, и вот еще одни шикарные картины. Просто, ну, опять вот правая, ну, шикарно, просто очень интересно. Вот иногда и вторая тоже, там вот рамочка такая. Это вот наверху, там вот эти вот окошки, самые верхние, они деревянные, и еще маленькие такие окошки, но они то одно так, как-то вроде оно и старое, непонятно. Вот этот сам шлёс, клостер. Ну, там по парку можно погулять за деньги и подняться наверх. Раньше было бесплатно панораму посмотреть, сейчас, как всегда. Это парк
начало парка, на парковку идешь, вот там такой фонтан красивый, тоже у меня видео есть. На сегодня последнее, вот там. И это не ускорено, он прям так вот классно. Такие рассказы, я не знаю, кто это будет смотреть. Вот, ну вот это мы забрались на, там дальше позади парковка, позади Америка. И, ну вот так, красиво. Ну что-то мне не нравится, как фотоаппарат снимает на камере. Это вот Хэллоуин скоро, но вот сегодня мы должны были ехать, например, на марафон шоколада, но не получилось. Все закрыто. Платишь там 6 евро, по-моему, и 22 кафе, ресторана. Заходишь и вроде ешь сколько хочешь шоколада разного по Вене. По Вене. Шутки за 300. Вот там есть такие подзорные трубы в этом городке маленьком. Смотришь, как эта улица была раньше и как сейчас. Очень интересно, очень хорошо придумано. Пока не забыл. Видео иногда может у меня, я могу тормозить что-то с камерой уже все-таки год, уже второй год скоро будет. Все нажимаю, путешествие то там. В Италии один раз упала. И иногда там пишет медленная карта памяти, и он бывает видео тормознет. Так что это уже в некоторых я заметил, даже в порту. Продолжим. И вот там такие вот подзорные трубы, это очень классно. Некоторых там дальше будет не очень. Это была раньше пекарня, я прочитал. Красиво. Ну, что я тут расскажу? Красиво, все красиво. А не красиво, зачем снимать? Вот еще одна подзорная труба. Там фотку я не сделал, точнее пробовал. Там тоже не засунешь же камеру. Но там какая-то совсем она несуразная. Вот. И потом пошли уже, я хотел снять все это с далека. Там так и написано, типа viewpoint, там фото, камон. Вот. Ну, такой он большой, масштабный. И все, потом поехали, я отдыхал. Мне прям там комнатку выделили, я и помонтировал что-то, и отдохнул. Шикарный фильм какой наконец посмотрел. Ну и следующий день я уже поехал в Оланд. Конечная моя точка. Там, ну, я не снимал особо, пару фоток. Ветер был ужасный, машины плохо тормозили, но я добрался, там 89 километров мне было. Я быстро добрался, там все по 10, я 6 машин, наверное, остановил. Ну, тоже так, километр, 4. Один парень ехал там, говорит, вот мне на футбол надо, но я тебя буду вести, пока 12 стукнет, и мне в час надо на футбол, и я тебя буду вести до 12. И он меня там подвез, оставалось километров 15 или 10 километров, 41 километр он меня, наверное, провез, но у меня там печальная история в жизни, не буду рассказывать. Это вот я стоял уже, ехал, ветер тоже, а кто меня там забрал, вот машин нету, я иду по автобану нельзя, я даже не помню, кто меня там забрал. Кто-то же забрал. Это уже вот он, где меня высадил, такой, я заметил. Ну ладно, я тогда покажу немного Оланда фоток. Заметил, у них тут очень на наши, скажем так, дома похожи вот эти все. Забыл название. Наличники, вот. Искал вот. Ну, наличники и так далее, вот. Ну, это я уже вот как раз подбирался, мне там километров тоже оставалось. Тут не написано 10, и вот эти пейзажи, сейчас все желтеет, я потом поснимаю. Лепота. И вот я живу напротив горы, например. Ну, вот как бы наша улица, и вот эта гора, и там можно посмотреть на вид всего. Это я снимал, когда дождь был, и вот мы забрались, я внутри тоже тут не снял. Там, что ли, это с военных времен. Там и костерчик можно сделать, и вроде вон для дыма есть штучка, и чуть выше там вот такой, как бы лифт, как бы коптильня. Ну, на лифт не похоже. Мне кажется, это или коптилка, или печка какая-то. Хотя куда там дым, ну ладно. И вот там, да, скала, скала такая, и вот мы на самый верх забирались. И виды. Вот это я на панораму снял первый раз, по-моему, почти. И тут, конечно, шикарно. И потом это уже вниз мы шли. Потом это все желтое будет. Вот уже начинается. Ну и там на этой горе есть пещера. Сейчас закрыта, конечно. И вот второй раз я уже ходил с другим человеком. И вот
Там около входа он какое-то мясо, я еще в одно вступил, там я не заснял, мышка дохлая. Интересно? И вот это еще раз мы тоже забирались туда же, опять виды. Вот там есть такое, ну мне кажется, это не что фотографию сделать, мне кажется, там был щит какой-то с информацией, его снесли, но красиво. И вот еще один дом, из-за чего я начал показывать Аланд. Аланд там тоже, по-моему, 4000 человек. Где там 4000 живет? Или 2? Вот тоже так, если сфоткаться, например, вот это вот, и скажи, где это, а вот тебе и нате. И там вот церквушка маленькая, я церковь не фоткал, церковь как церковь. Такие, ну вот она, да, и дворик, там детский сад какой-то или музыкальное что-то рядом. Арка такая небольшая, мне там оно так. И потом уже пошли за город, там это автобан снизу. И пошли, вот там гора, это как раз показываю кому-то я пальцем в экран. И вот это с другой стороны, ну шикарно, конечно. Что тут скажешь? Вот. Там, когда забираешься на гору, какие-то, мне кажется, было строение какое-то, лестницы какие-то, что-то там раньше было, мне надо спросить. Вот тут точно домик стоял. Это у них конфетки так продают. Я думал, уже никто не пользуется. В другом городе я видел, они еще рабочие, но это уже пришел капут, и, по-моему, по ней... ладно. Вот красивый домик сверху. Это мы ходили, это половина краба, рака. Ну, не знаю, что там они напихали. Это просто заказываешь сколько хочешь, там, ну, неважно, вот. Так и живем. Вот, так и живем. Все. Сейчас с погодой не очень. Потом еще поеду на велосипеде, как всегда, покатаюсь. Я ж везде катаюсь. Тут вроде есть где-то телескоп. На телескоп там не попадешь, но я думаю, там будет вид, и все желтое. И еще в один городок я поеду, Баден, 17 километров. Там есть руины, но там красиво тоже. Я просто ездил в соседний город, 40 километров, 45 километров. За целый день я 27 прошел. Еще до сих пор нога там чуть-чуть дает о себе знать. Вот, в общем, будет что-то еще, как-нибудь так, сяк, все. Салют, пока.